Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Здесь решаем задачи LeetCode. Сегодня задача номер 1356. Сортировка целых чисел по числу единиц в битах. Нам дан массив целых чисел R. Нужно отсортировать этот массив в возрастающем порядке по числу единиц в битовом представлении каждого числа. Если число единиц одинаковое для двух чисел, то сортируем по возрастанию значения числа. Как будем это решать? Первым делом нам надо написать функцию, которая будет получать количество единиц в каждом числе. Эту функцию вызовем для каждого числа и сохраним количество единиц в словарь, в котором ключами будет сами числа, а значениями количество единиц. Далее нам нужно это отсортировать. Можно воспользоваться встроенной в Python функцией сортировки, либо какой-то другой алгоритм. Посмотрим. Для начала давайте определим функцию, которая считает количество единиц. Например, назовем ее onceCount. Принимает параметр i, это будет наше число. Определяем количество как 0. Далее, пока i больше нуля, count прибавляем остаток от деления i на 2. То есть так получаем каждый очередной 0 либо единицу. И делим нацело i. Таким образом, в этом цикле мы проходимся по каждому разряду числа. И, соответственно, прибавляем каждый разряд к числу count. То есть для нуля мы прибавляем 0, для единиц, соответственно, 1. То есть в итоге в count будет количество единиц. Возвращаем это значение count. Далее определяем словарь, в котором запишем наше значение. В принципе, можно это сделать в одну строчку. То есть нам надо i, потом вызов функцию onceCount от i для i in r. Таким образом мы получим словарь, в котором ключами являются наши числа из массива r, а значениями число единиц. Далее нам надо как-то это отсортировать. Допустим, попробуем для начала отсортировать встроенные функции. То есть вернем sorted. Первый параметр у sorted это наш список array r. Значение, не значением, а вторым параметром переопределим функцию сортировки. Для этого запишем лямбда функцию. В лямбда функции определим, как нам надо сортировать. То есть у нас два условия. Первое условие это по числу единиц. То есть мы тут пишем d от параметра a. То есть a это наше очередное число. Либо по самому числу a. То есть, по идее, вот таким образом мы уже получим нужный нам результат. Попробуем выполнить тесты. Результат получили 0. Интересно, почему? Да, все правильно.
У нас не тот отступ. Выполняем тесты еще раз. Так, еще одна ошибка внутри подсчета единиц. Пробуем еще раз. Тесты прошли. Отправляем решение. Решение принято. Давайте теперь попробуем использовать не системную сортировку, а какой-нибудь простенький алгоритм. К примеру, например, сортировка выбором. В принципе, у нас по условию список не такой большой, поэтому можно использовать даже пузырьковую сортировку. Так, как выглядит сортировка выборкой? Нам нужно... Так, сразу же определим переменную n, это длина нашего массива. То есть для i в диапазоне от 0 до n-1 для начала запоминаем как минимальный индекс текущее значение. И далее в последующих элементах, то есть для j в диапазоне от i плюс 1 до n, то есть до конца массива, тут проверяем условия, то есть если текущий элемент, то есть rj меньше, чем r минимальный индекс. Так, первое нам на самом деле интересует не сам элемент, а вызов словаря d. То есть мы проверяем количество единиц. То есть если в текущем элементе меньше единиц, чем в минимальном, или второе условие это если единица одинакова, и добавляем второе условие, это в случае, если единица одинакова, то проверяем сами числа. То есть rj меньше, чем r минимальный элемент. Если текущий, соответственно, элемент меньше, то переопределяем этот минимальный индекс как текущий индекс. И после прохождения всех элементов меняем индекс и индекс этого минимального элемента. Меняем таким образом. По идее, в таком случае мы получим такой же сортированный массив. Давайте проверим для начала теста. Тесты прошли. Пробуем отправить решение. Решение тоже принято. Оно ожидаемо менее эффективное, чем встроенное, так как встроенная сортировка, она близка к quick sort, то есть быстрой сортировке. И, соответственно, гораздо более эффективна, чем сортировка выборкой. Но в любом случае даже такая сортировка, в
приняты как правильное решение. На этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.